Всем привет! Прошло уже больше года с тех пор, как мы в последний раз выходили на связь в формате видеодневника. Я думаю, самое время исправить эту ситуацию. Сегодня мы представляем 10-й юбилейный дневник разработчика Survarium, в котором вы узнаете, что нового наша команда готовит для следующего большого обновления игры версии 0.40. Ну что ж, сейчас все узнаете. Поехали! Система модификации оружия – долгожданное нововведение не только для игроков, но и для самих разработчиков Survarium. Перед началом разработки мы поставили себе задачу сделать ее в первую очередь сбалансированной и разнообразной, а также дать игрокам новую шкалу развития. В 40-м патче появится возможность установки модулей на оружие. Этими модулями могут быть оптические, коллиматорные прицелы, рукоятки, лазерные указатели и прочие аксессуары. Вся процедура установки и замены модулей будет происходить исключительно в лобби, в мастерской. По поводу мастерской, текущая система модификации и улучшения оружия, а также имеющиеся модификаторы на оружие будут сохранены и останутся как есть. То есть новая система модификации оружия будет работать рядышком с имеющейся. Для каждого оружия появится свой счетчик убийств, так называемая шкала специализации. Совершая убийство, на этот счетчик будут зачисляться очки. Набрав определенное количество очков, откроется для установки какой-нибудь модуль. Конкретные, какие модули на какое оружие и на каких этапах этого счетчика будут открываться, зависит уже от самого типа оружия, его класса в игре, его конструкции в реальной жизни, а также соображений баланса. Предполагается наличие до 10 модулей на шкале специализации для каждого оружия, из которых одновременно можно будет установить 3 или 4 модуля. Таким образом, мы позволим игроку делать выбор в зависимости от своего стиля игры и предпочтений. Например, для игроков, предпочитающих более активный стиль игры, будет удобнее установить коллиматорный прицел для широкого обзора и удобства в перестрелках на ближних и средних дистанциях, или же оптический с многократным увеличением, если игроку интересна стрельба на дальних расстояниях. Помимо этого, остальные модули выбираются приблизительно по тому же принципу. Для штурмового варианта подойдет дульный тормоз-компенсатор, уменьшающий отдачу при стрельбе очередями, или же пламя-гаситель, а может быть даже и глушитель, если он доступен для установки на данный тип оружия. Таким образом, мы добьемся возможности настройки оружия под свой стиль игры для каждого игрока. По мере того, как проект развивается, в нем появляются какие-то новые фичи. Иногда меняются старые фичи. В конечном итоге это так или иначе отражается в интерфейсе. То нам нужно какой-то новый раздел добавить, то какую-то информацию добавить уже существующей, как-то их теснить. Это все выглядит достаточно так вот скомканно. В конечном итоге мы пришли к решению, что нам нужно разработать новый дизайн интерфейса, который бы уже учитывал бы все, что мы до этого раньше разработали, все, что мы планируем разработать в будущем. В том числе это касается системы модификации оружия, которую мы сегодня анонсировали. Наша комьюнити часто говорила, можно было прочитать жалобы на тему системы камуфляжа и декалей. Также многие говорили о том, что система достижений, она в таком виде, она какая-то бесполезная. Поэтому мы давно хотели как-то эту проблему решить, но из-за старого дизайна мы этого не могли. С новым дизайном мы хотим эти механики объединить. Так вот, когда вы единожды разблокировали декаль или камуфляж, то вы ее можете уже применять любое количество раз на любую экипировку. Еще один пример, чем хорош новый интерфейс. В текущем интерфейсе, когда вы хотите взять с собой в бой гранату, вы не знаете, в каком слоте для спецсредств эта граната окажется. Вы не знаете, какой кнопкой эту гранату в итоге бросить. В новом дизайне мы хотим возле каждого слота для спецсредств разместить иконку, соответствующую той клавише на клавиатуре, с помощью которой вы сможете это спецсредство потом использовать. Еще одно важное визуальное изменение касается экрана, который каждый игрок видит впервые залогинившись. Это комната, в которой стоит персонаж. Сейчас эта комната вызывает несколько такие неприятные ощущения, потому что она достаточно грязная и даже похожа на тюремную камеру. Сейчас мы хотим сделать полный редизайн этой сцены так, чтобы
она больше создавала какого-то вот ощущения романтики исследования. Вот она как-то вдохновляла на игру. Кроме того, мы уже давно хотели как-то лучше визуализировать выбор группировки. Сейчас, если мы выберем новую группировку, в сцене, которую мы новую разработаем, там будет отведено место, в котором вывесится герб этой группировки. Также может появиться какая-то атрибутика. Например, вот если вы выбрали поселение край, то там появятся какие-нибудь шкуры, там черепа, может быть появится какой-то тотем. Если вы выберете армию Возрождения, то это могут быть какие-нибудь ящики с амуницией, какое-нибудь военное оборудование. Кроме того, мы хотим больше внимания уделить персонажу игрока, сделать его крупнее и чтобы он выглядел как-то эффектнее, за счет чего мы придвинем камеру ближе к нему. Все перечисленное – это на самом деле всего лишь верхушка айсберга. На сегодняшний день у нас есть идеи по редизайну практически каждого экрана в игре. Так или иначе, мы все экраны хотим сделать более понятными и удобными. По мере готовности мы будем вам обязательно это все показывать, поэтому следите за обновлениями. Один из важных моментов, над которым мы продолжаем работу, это игровой баланс. К этому относится как баланс огнестрельного оружия, так и экономический баланс. По огнестрельному оружию мы в последнем апдейте сделали значительные изменения, провели большую теоретическую работу. Нашей задачей было свести показатели внутриигровые, чтобы они соотношение между ними было такое же, как в реальной жизни. Понятное дело, что в игре никто не думает брать просто реальные характеристики, потому что это все-таки игра. У нас и дистанции нет для таких перестрелок, как у нас в реальной жизни. Поэтому у игры свои цели, и понятно, что настройки оружия в игре будут отличаться от реальных, но вот сам баланс между ними должен быть соблюден. Если в реальной жизни М16 имеет меньшую отдачу, чем оружие семейства Калашникова, то и в игре так должно быть. Если одно оружие имеет большую точность или большую дульную энергию, соответственно, это должно отражаться и в игре, и на уроне, и на показателе точности, и на показателе бронебойности. Что касается экономического баланса, тут ситуация немножко другая. То есть у нас одной из самых больших проблем является жалобы игроков на то, что там нет дохода. Мы тщательно проанализировали эту ситуацию и нашли несколько очень интересных зависимостей. Так, если брать в среднем, да, то на любом уровне экипировки без премиум аккаунта игроки играют в плюс. Понятное дело, что есть уровни более выгодные, скажем так, для зарабатывания серебра, это 6-7 уровень экипировки. На 8 он чуть ниже, и на 10 он по уровню именно дохода за бой, в среднем он примерно равен 3-4. Но вот при этом жалобы были, мы пытались понять, почему же это так, и нашли очень интересную зависимость. Жалуются те игроки, которые очень много стреляют и очень много используют спецсредств. И мы обнаружили, что у нас достаточно большая проблема, что мы наказываем игрока за активную игру. Чем игрок активнее играет, чем он больше стреляет, чем он больше использует аптечки, гранаты, тем ему больше счет выставляется за бой. Соответственно, в большом длинном бою игрок реально может там использовать 20 гранат, 10 аптечек и ни о какой игре в плюс идти не может. Мы долго думали, что с этой ситуацией сделать. С одной стороны, каждая аптечка, каждая граната должна стоить деньги, потому что это реалистично. С другой стороны, штрафовать игрока за активную игру совсем неправильно. Поэтому мы немножко тут отступили от реализма и вообще изменили саму модель, как вот вычисляется стоимость участия в бою. В таком апдейте мы делаем, что стоимость участия равняется стоимости разовой экипировки. То есть, грубо говоря, если игрок взял с собой одновременно 3 аптечки, на каждый респаун 3 аптечки, то мы с него снимем цену ровно за 3 аптечки, независимо от того, сколько раз он их использовал, сколько раз он умирал. То же самое с гранатами, то же самое с патронами. Да, это менее реалистично, но это дает игроку вот очень четкое понимание, что до вступления в бой понимать, сколько ему будет стоить участие в бою. И если он там экипировался, видит, что у него там стоимость участия 16 тысяч. Окей, он понимает, что он должен сделать хотя бы где-то 10 фрагов, чтобы выйти в плюс. И мы таким самым вот уберем вот эти ситуации, когда два игрока играют с одинаковыми показателями. У одного плюс 4000, у другого минус 5. Что между ними разница? Убили одинаково игроков, умерли одинаково. Оказывается, просто вот первый использовал больше гранат, больше аптечек.
Другой проблемой, с которой мы столкнулись, когда искали, почему вот игроки часто играют в минуса, является использование игроками улучшенных расходников. К ним относятся детектор артефактов, к ним относятся рация, ну и прочие вот предметы из этой категории. В чем проблема? Игрок ставит расходник в слот быстрого доступа. Скажем, у него есть два профиля экипировки, он в каждой из профилей экипировки положил по расходнику, в бою переключился раз между ними, в итоге с него сняло стоимость за оба расходника. Хотя одним он мог играть всего минуту, а вторым остальное время. Мы долго искали, вот, как сбалансировать эти вещи. Кроме этого, нам не сильно нравилось, что расходники дорогие, они должны давать какие-то ощутимые бонусы, а зачастую они дают очень ситуативные бонусы, которые они не компенсируют то, что они занимают слот быстрого доступа. Поэтому мы приняли решение вынести их вообще из экипировки. Эти вот улучшенные расходники можно применять прямо из лобби. Они имеют ограничения по времени или по количеству боев, которые они используют. То есть каждый расходник разный. То есть мы еще ищем вот это вот, кому какое ограничение лучше поставить. И очень фиксированную стоимость. В итоге вот этот вот штраф за то, что игрок случайно переключил вот профиль и ему сняло вот на ровном месте дополнительных 3000, вот мы убираем. Также хотелось бы ответить на популярное мнение, что мы, например, только и делаем, что упрощаем игру. На самом деле это не так. Сложность игры в нашем понимании заключается не в том, что у нас вот сложные игровые правила, и их тяжело понять, и вот те игроки, которые смогли разобраться, молодцы, а те, кто не смогли, им тут делать нечего. Сложность игры в многообразии ситуаций, которые возникают у игрока, и в многообразии тактических возможностей. Соответственно, те механики, которые не дают многообразия возможностей, или очень сложные применения, или игроки не могут вот найти, как их применять часто, мы перерабатываем, чтобы расширить область их применения, а также добавляем новые механики, которые расширяют вот тактические возможности игрока, чтобы расширить, вот, дать ему больше ситуаций, больше разных действий, которые он может совершить в игре. В обновлении 0.40 мы представим новый рендер. Что послужило мотивацией для его создания? Когда мы изучили статистику, мы увидели, что много наших пользователей испытывают проблемы из-за низкого фреймрейта. Поэтому мы решили посмотреть, на каких же конфигурациях они играют. И выяснилось, что много пользователей используют встроенные видеокарты, которые сейчас очень распространены на различных ноутбуках и ультрабуках. Поэтому мы решили изменить нашу минимальную конфигурацию и поставили себе цель, чтобы наша игра выдавала 60 FPS на видеокарте Intel HD 4000. Это сложная задача для 3D-шутера. Специалисты из Intel нам сразу предупредили, что, скорее всего, у нас ничего не получится, но все-таки мы взяли за дело и начали делать новый рендер. Почему же новый рендер и чем он, собственно, будет быстрее, чем наш текущий? Мы полностью перебрали текущий рендер, начиная от самых низов до самых верхов. Мы перебрали каждую стадию, мы, по сути, написали рендер с нуля, основываясь на том опыте, который мы получили до этого. Мы выяснили, что на встроенных видеокартах очень важна пропускная способность. И поэтому, и причем от этого страдает каждая стадия нашего рендера, которых у нас десятка два. Поэтому мы обратили особое внимание на то, какой величины получаются те данные, с которыми мы работаем. Мы пытались их уменьшить максимально, и нам это удалось. Нам пришлось перейти в другие цветовые пространства, нам пришлось пойти на некоторые жертвы в виде использования палитры материалов. Но тем не менее мы достигли своего и максимально уменьшили размер данных, с которыми мы работаем. Вот это выиграла каждая стадия рендера. Теперь мы одна за одной потихонечку внедряем их в новый рендер и внимательно смотрим за тем, чтобы наш FPS достигал положенные 60 значений на нашей цели, на нашей видеокарте Intel HD 4000. Мы планируем внедрять наш новый рендер постепенно. Сначала мы представим его только для тех компьютеров, на которых FPS слишком маленький. Таким образом, пользователи смогут выбирать, либо у них высокий FPS, либо у них полнофункциональный наш текущий рендер. Для этого им, скорее всего, придется перезапускать исполняемый файл
потому что во время интеграции этого нового рендера это будет два разных исполняемых файла. Впоследствии мы планируем насыщать наш новый рендер функциональностью, которая есть в нашем текущем рендере, до тех пор, пока мы не насытим его полностью. Приведет ли это к ухудшению или к улучшению картинки? Конечно, достичь максимальный FPS на встроенных видеокартах тяжело, не прибегнув к каким-то жертвам. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы пытались делать эти жертвы таким образом, чтобы они не приводили к существенному ухудшению картинки. Мы постарались и еще будем усовершенствовать это с художниками, сделать это так, чтобы эта игра выглядела достойно и при этом выдавала заявленный фреймрейт. Означает ли это, что будет картинка хуже даже на ультра настройках, чем в текущем рендере? Нет, не означает. Мы находим ошибки в реализациях некоторых стадий нашего текущего рендера и исправляем их. Поэтому тот результат, который получится, мы ожидаем, что он будет как минимум не хуже, чем то, что есть, а скорее всего лучше. Кроме того, более подробно у нас ведется сейчас работа с художниками. Мы рассказываем им, как именно работают наши стадии рендера, для того, чтобы они понимали, с чем они работают, как они работают и каким образом наши текущие параметры и настройки влияют на работу рендера. И, как говорил персонаж одной известной телепередачи, а на сегодня новостей больше нет. Ну что ж, спасибо за внимание и до встречи в игре. Пока!